Он точно вайца. Дней что-то лежит, но я пнул. 4 зиверта уже в самолете. О, смотри, как красиво. Точно не беру. Привет, с тобой Змерос. И сегодня я буду делать преобразователь энергии на PNP транзисторе. Вот, этот данный транзистор MP40A. Он дешевле, чем транзистор, который я использовал в прошлом видео, AC121, и куда проще делается. Но перед этим я бы хотел провести тест. Вот, это уже готовый мой преобразователь энергии. Мы посмотрим, от скольки минимально он сможет запитать вот этот красный светодиод, ну и зеленый тоже. Вот это, на этом всего два компонента использую для постройки этого преобразователя. А также вот этот преобразователь, который, видите, я создавал в прошлых в прошлом видео, да. Вот такой преобразователь. Он немножко хуже, он стартует только при 0,5 вольт, но куда дешевле стоит. Потому что вот этот преобразователь PM40 стоит в районе $1. Вот. Что ж, переходим к тестам. Я буду сегодня питать эти преобразователи, сравнивая их, то есть насколько быстрее они засветят светодиод от вот этой схемы. То есть это элементы пельтье, две штуки, вот. И вот такой радиатор медный. Так. А также буду тестировать мой самодельный электрохимический источник тока. Вот. Он, по идее, должен получиться достаточно мощным, да, невзирая на размеры его. Вот. Я и шайбу вообще этот сделал. А вот сердечник, то есть алюминий вот из гвоздя. Как-то так. Вот. Также потребуется мультиметр. А для создания самого преобразователя энергии нам потребуется сердечник, ну, ротор от электромотора, от робота-пылесоса, как я помню. А также вот такие ферритовые сердечники. FT5043. Вот такие ферритовые сердечники. Очень хорошие, себя зарекомендовали во всех моих проектах. Также немножко проводов. Да, их потребуется достаточно много, если честно. Но да ладно. Что ж, а вот и переходим мы к тестам, пожалуй. Что ж, первым делом хочу обратить ваше внимание, что от самодельного электрохимического источника тока, вот, это как бы батарейка, сделанная из обычного соли поваренной. Я могу усилить при вас, вот. Это обычно поваренная соль с водой. Этот гвоздь алюминиевый. А это вот такая вот, как тут, на которой она стоит, медная пластина небольшая. Вот. И, как можно заметить, мой преобразователь, собственный, на транзисторе PNP MP40A полностью работает. Я отключаю все источники света. И, как можно заметить, этот красный светодиод горит от собственной миниатюрной батарейки, которая сделана из обычной соли. И я так предполагаю, что она будет светить, ну, я так месяц так точно, потому что, ну, я не думаю, что алюминий, ну, прям за неделю съестся вот обычно поваренной солью. Это обычно поваренная соль. Вот. Усилить я могу, если добавлю мой ингредиент, который я показывал в предыдущих видео, который я делал год назад, электрохимические источники батарейки. Если я добавлю средство для очистки труб, или же просто обычный гидроксид калия. Вот. И тогда это просто вообще пушка будет. Правда, его надо концентрации маленькие добавлять, но зато это там прибавка мощь нормально. Я думаю, это нецелесообразно проверять мой преобразователь, который вот этот. Ну, вообще не вариант, потому что он от 0,5 вольт запускается и никак ниже. Я сейчас вам продемонстрирую. Вот, подключаем этот блок, отсоединяем какой-то провод, подключаем сюда, тык, сюда. Вот, отключаем эту батарейку. Ну, сначала давайте, конечно, посмотрим. Вам, надеюсь, видно. Вот, 50. Ну, плохо, но видно. 50,05 вольта. Ну, или 500 милливольт. Вот, подключаем к нашей сначала батарейке. Но я вольтаж, конечно, сбавлю. По идее, он должен запуститься от 0,20 вольта. Вот, я подключаю сюда плюс, сюда минус. И хоп, красный светодиод ярко горит. Вот. Повторюсь, вот так в темноте. Вот. А теперь подключаю этот же красный светодиод при вас к... Чему? Правильно. Сюда.
к моему старому преобразователю. Если я не напутал, сюда минус, сюда плюс. Значит, вот сюда минус, сюда плюс. И подключаем только уже при вольтаже 0,5 вольта. Смотрим. Сюда плюс, сюда минус. Схему предоставлю сразу же, когда перейдем к деланию данного преобразователя на MP40. Вот. Светится, как можно увидеть, ярко от 0,5 вольт красный светодиод. Если что, красный светодиод должен гореть от 1,6 вольта до 2, в моем случае, вот, ярко. Если я хоть как-то убираю вольтаж, вот, допустим, 47, все еще стоит, 42, все, не горит. Если вы думаете, что можно запустить от батарейки вот из алюминия и меди на соли, то спешу вас огорчить. Она, если даже и будет сейчас светить, то крайне кратковременно. Потому что что? Правильно. Если она вообще будет светить, потому что она тут в постоянном замыкании находится, она разряжается. Некачественная конструкция, извините меня, пожалуйста. Не кидайте тапками. Как можно видеть, не светит. Потому что, постоянное замыкание где-то 0,1-0,2 вольта остается после этого. Так что не вариант. Что ж, тестируем теперь этот. Вот, при вас все делаю. Этот тоже можно сразу же отвести. Я, как помню, он стартует всего от 0. Он максимум набирает 0,5 вольт от ладони. Но это вообще редко. Поэтому давайте перейдем сразу же к тесту данного преобразователя. Вот, подключаем минус сюда. Минус сюда на катушку. Что-то не так, ладно, мы перетерпим, переставим, перенаправим напряжение и силу. Вот, сюда. Так, это, пожалуйста, не ломайся. Ножка паянная, перепаянная раз 20, так что да, это достаточно скучненько. Так, это плюс, это минус. Не смущайтесь. Почему это так, почему короткое это плюс. Просто кусок меди был, такой использовал. И, как можно заметить, я держу ладонь на элементах пельтье. Я ж не накосячил, да? Это ж плюс, да, плюс же, да, что-то не светишься. Мы ж проходили, алло. Ты не хочешь, да? Понятно. Понятно, все с вами понятно. Сейчас, а это если мы это... я что-то видел, я жизнь видел, вот. Да, просто надо было поменять местами. И он засветился вот так, как в темноте. То есть, буквально вот даже мою ладонь чуть можно видно. Вот. Это вариант плохо вам видно, но тем не менее видно. Что ж. Теперь я убираю ладонь, и она все равно светит. Вот. Максимальное напряжение, если вам будет интересно, я сейчас вам продемонстрирую, какое тут будет напряжение. Вот. Извините меня, пожалуйста, что так медленно делаю. Простите. Как умею делаю, как умею. В общем, если я вот так приконтачу, это переведу на вольты. Вольтаж, то тут, конечно, по миллиамперам нормально будет. То есть... стуком. И вот наблюдайте. Оно, посмотрите вот направо, и вы увидите, что оно становится в районе 400 милливольт. Вот. Конечно, если я еще не собьюсь, вот, 300. В общем, 400 милливольт, что тоже не хватает для этого преобразователя. Поэтому преобразователь это полная шняга, мы его просто так берем, вот видите, преобразователь был, и он туда куда-то отправляется. И переходим наконец-таки к должному, что все ждут, сборки данного сверхчудесного, сверхпростого преобразователя. Только посмотрите. Всего два компонента. Транзистор и катушка. Что может быть еще проще? Вот объясните мне, что. Я не думаю, что что-то еще. Вот. Поехали. Что ж, вот и переходим к моей самой любимой сборке. То есть, как это сказать, самой любимой? Наверное, будет она очень долгая, муторная, сложная. Как легкая, но сложная. Вот. Ротор от электромотора.
Теперь нам надо как-то одну обмотку обрезать, чтобы достать другую. Что, в принципе, тоже несложно, но по факту вот, все, достали. И разматываем. Если кому интересно, сейчас продемонстрирую длину, ну, то есть толщину данной проволоки. Вот для профессионалов. Мой любимый штангер-циркуль. Вот мы его включаем. Обнуляем. Это инчи, но нам интересуют миллиметры. Вот проволока вот такая от ротора электромотора, который был роботом-пылесосом когда-то. Вот, пожалуйста, 0,25 миллиметра. Толщина этого провода. Что ж, поехали мотать. Обмоток все просто. Сейчас переложу подробный чертеж. Вот, я объясню все. Можно заметить, все очень просто и эффективно. Насчет обмоток лучше, это самый лучший вариант, который удался у меня. Об 70 там, 15 и 15 там. В дальнейшем видеоролике я объясню, куда все подключается. Что ж, теперь вы все увидели. Теперь мы берем ферритовые колечки FT5043. Вот. Дешево стоит, всего пару центов. Ну, 50 центов вроде как за штуку. Или нет, за $1. За $1 за штуку вот такая вот FT. Сердечник. И мотаем 60 витков. Да. Ну, лучше 70. Я, наверное, все-таки 70 намотаю. Да. Этот процесс будет настолько утомительным, что я его, пожалуй, ускорю под музыку. Здесь параллелограмм, внутри него есть другой параллелограмм, и в этот параллелограмм опирается внутри на половину сторон первого параллелограмма, то получается второй параллелограмм будет равен половине периметра первого площади, точнее параллелограмма, который внутри первого параллелограмма. Что ж, вот я закончил намотку примерно 60 витков. Вот, теперь наматываю по 15 тут и по 15 тут. Вот, поехали дальше. Пиздец, короче, это я в ванне сижу, жгу костер, я приготовил чай. Реально, я типа заварил нормальный такой чай. А в ванне на костре мама вроде не проснулась. Короче, я сижу и слышу, короче, что-то начинает трещать, прям пипец как жестко. Я, короче, смотрю под ванну, во-первых, тут выскочила кошка. Короче, ну, ею, короче, спала под ванной, я начал разжигать в ванне костер, и там немножечко поднялась температура. Вот, и, короче, я смотрю под ванну, там какие-то, походу, блядь, провода проходили, я не знаю, у нас там обычно утоплено все. И когда мы приходили на ДР, там, короче, лужица образовалась небольшая. Вот, я, короче, смотрю на эту лужу, она на секунду становится красной, потом там появляется прямо на них и на ней, на этой луже искры, и, короче, все потухает. Можете меня поздравить после 10 минут намотки этого всего. Вот, мы получаем тут две пары, вот тут обмотка идет вместе. Тут один конец выход, тут второй. Вот это идет на нагрузку, то есть на светодиод. Вот. Теперь осталось вот сюда и вот сюда подключить, если мне память не изменяет, базу и коллектор. А вот сюда, ой, наоборот, вот сюда. А вот сюда надо подключить плюс питание. Извините, уже заговариваюсь. Вот, как на вот данной вот схеме, как можно заметить. Вот сюда. Как определить, где тут коллектор, где тут эмиттер, сейчас все покажу. Чтобы понять, что вот это у нас база, ничего сложного не требуется. Между двумя вот точками, видите, две вот, первая, вторая. Вот это база. Вот. Вот тут что-то между ними коллектор, а что-то между ними что-то эмиттер. Эмиттер это у нас отдельно идет на плюс питания. А этот у нас идет на обмотки. Вот эти две. Да. Что ж, все просто. Вот. Получается, я подключил минус к базе. И теперь подключил мультиметр на прозвонку. Вот. 0, ничего не показывает, как можно заметить. Вот. Теперь подключаю. Здесь вам видно хорошо. Вот. Подключаю от нас правому контакту. Вот.
Что мы видим? 485 сопротивления. Теперь подключаем к другому. 457. Ну, нам немного меньше. И вот эта разность дает нам понять, что вот это коллектор с большим, ну, то есть с большим сопротивлением, это коллектор. А вот этот с меньшим, это эмиттер. Вот так на всех транзисторах работает. Проверял, да. Даже на германиевых вот этих MP40. И теперь нам труда вообще не составляет. Нам надо просто взять вот эту обмотку и зашкурить. Обязательно зашкурить, потому что вот тут лак. Вот это она блестит, это не медь, это лак. Да, это его надо зашкуривать. Так что сейчас я зашкурю и подключу. Закуривается все очень просто. Некоторые любители ухищрения берут и это ножиком каким-то, ножиком, не знаю. Мне ножиком вообще, ну, прям неудобно. Что я делаю? Ты можешь объяснить, что я делаю? О, все правильно. Теперь вот этот мы зашкуриваем. Честно говоря, понять с первого раза я не понимаю, где, конечно, тут плюс, а где минус, имеется в виду нагрузку в уход. Но, тем не менее, разберемся. Вот, зашкуриваем, все, вот, спокойненько. Зашкуриваем. Вот это, видишь, блеск появился. Вот. Это означает, что все, замечательно. Теперь снова закручиваем, чтобы потом не потерять в этом всем кишмише из проводов. И тем не менее, продолжаем. Да, продолжаем. Продолжаем зашкуривать. Это, блядь. Извините, что матерюсь. Сейчас, в общем, я оторвал провод. Надо сейчас его от этой отмотки окрутить. Использовать новый, да. Замечательно. Что ж, вот я заменил провод. Теперь снова зашкуриваю это все. Теперь более нежно это делайте. Потому что, как на моем примере можно заметить, иногда ты можешь накосячить. И провод оторвется. Да. Это иногда критично. Что ж, все зашкурил, все вот так вот блестит. Теперь припаиваете все провода куда надо. Вы запомнили, где коллектор, а где эмиттер? Я запомнил. Вот это коллектор, вот это эмиттер. Что ж, а теперь все просто. Подключаем вот эти два провода. Неважно, вот, главное, вот сюда и сюда, вообще не важно последовательность. Просто два провода вот сюда. Это идет на минус идет, а вот это на нагрузку идет. И вот этот контакт, то есть эмиттер, идет на плюс питания. Вот. Поехали. Сейчас все подключу. Подпаяю, как говорится. Берем паяльник, паяем это все дело. Да. Перед этим надо в смазку. Да. Вот. Поставим сюда. И вот все смачно вот так плюхнем сюда. Чтобы прям нормально так. Чтобы прям вообще супер было. Так, хорошо. Не жалеем, не жалеем, не жалеем. Как-никак для себя же стараемся, как говорится. Вот. И теперь подключаем этот к этому, этот к тому. Все замечательно. Да. Теперь как-то это все надо подключить. Сейчас вернусь. Что ж, теперь подключаем. Этот подключаем сюда. Трудность не составит. Мы все заизолировали. Вообще, наоборот, занеизолировали. Зашкурили. Все подключаем. Вот. Естественно, у меня не хватает припоя. Кто мог подумать. Так тоже пойдет. Все? Да, все. Готово. Угу. Немножечко не так. Оно все так. Извините. Вот, все. Теперь вот сюда подключаем. Сейчас все будет. Что ж, а с этим все неоднозначно. То есть я подключил вот так, то есть оно уже работает. Сюда теперь подключаем светодиод. Я не знаю, где плюс, где минус этой штуки. Вот как-то так. Все подключается, все очень просто. Все берется мой светодиодик. Я вытащу. Светодиодик берется. И методом тыка. Первое время методом тыка. Оно все четко будет. Подключается.
Угу. Замечательно. Все сделал. Теперь берется, я говорю, подключается эта штука. Извините, я нанюхался припоем, мне не очень хорошо. Теперь корректируем напряжение до 20 200 милливольт. Вот. Извините, язык заплетается небольшой. За кадром я перемотал обмоточку. Блин, честно, так произошло, потому что, ну, честно, сложно было понять, как это все сделать, потому что, ну, чуть-то как-то после 3 часов записи немножечко устал. Совсем чуть-чуть. Теперь я снова подключаю это. Вот, и по идее... Ой, точно, пульжу сюда надо, дырявая башка. Что ты не светишь? По идее, напряжение уже подано. Так, что ты не светишь? Ну честно, ну как так? Все. О, да, наконец-таки, аллилуйя. В общем, все светит. Вот. Как можно видеть, повторил копию вот этого светодиода. Вот, светит все. Вот как в темноте. То есть не сильно, но если мы поднимем напряжение и по миллиамперам чуть ударим, то вообще свет нормальный. Только гляньте. Прям светит освещение хорошее. Это все при 28. Вам на кадре видно? Ой, 280 милливольт и 23 миллиамперах. Но, тем не менее, вот как оно светит здорово. И не только этого, еще и светодиодную ленту. Давайте посмотрим. Всем вместе, наверное, вам уже интересно перейти к самому интересному. То есть за свет светодиодной ленты. Сейчас все будет. Припаяю вот такую светодиодную ленту. 12 вольт, между прочим. Вот. Поехали. Так, это отсоединяю снова, это присоединяю. Ну, все по старой схеме. Сейчас переключаюсь. Что ж, отключался я недолго. Перешел я быстро. Я надеюсь, вы, конечно, не уснули, пока это все смотрели. И не буду, конечно, намекать, но все-таки, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Потому что, ну, честно, видео делать, когда на тебя не подписывается абсолютно никто, это, конечно, скучно. Вот. Так что да. И также скидывайте свои идеи, делитесь комментариями. Вот. Подключаем. Так. По напряжению сейчас дадим. Опа-на. Ну, что-то опять я накосячил в чем-то. Да как же я себя люблю? Что с тобой не так? Почему ты не можешь нормально работать? Ты ж не могло перегореть, нет? Нет. Не должно же было перегореть. И напряжение показывает, что ты есть. А тебя нету. Что за фигня? В общем, как-то так оно светит. Все, подключил. Замечательно, все работает. И просто тоже устал немножко устал, да. Вот так в темноте светит 12-вольтовая светодиодная лента. Всего от 330 милливольт и 44 миллиампера. 44 миллиампера. Вот так оно светит. Вот, самодельное. Создал, показал. Что, подписывайтесь на мой YouTube канал. С вами был ваш любимый Змеерос. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Я пошел спать. И, пожалуйста, поставьте лайк, если кто-то досмотрел до конца. Пока-пока.